привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про высококлассный макрообъектив Laowa 65 мм f2.8. На канале ранее я уже рассказывал вам про несколько разных макростекол. Не так давно, например, у меня выходил ролик про TT Artisan 40 мм f2.8, который недорогой и при этом далеко не дурственный такой объектив, который может фокусироваться один к одному. Он, конечно, без автофокуса, полностью мануальный, как и наш сегодняшний герой, но в макро как раз-таки автофокус вообще абсолютно не важен, потому что ты все равно даже с автофокусным объективом чаще всего будешь попадать все-таки ручками самостоятельно, куда тебе нужно. Также я рассказывал и про почти что профессиональный объектив у Olympus 60 мм f2.8 макро, который тоже способен фокусироваться один к одному, но при этом он еще имеет и пылевлагозащиту, хотя корпус у него все-таки при этом пластиковый, так что он именно профессиональным решением все же не является. Он типа Prime такой, ориентированный на макросъемку, но при этом очень круто все равно сделанный. Круче него только уже 90 мм f3.5 Pro, который, там уже просто и цена совершенно запредельная, а 60 мм он, в общем-то, тоже недорогой. А вот сегодня мы поговорим с вами про объектив Laowa, который ориентирован на использование с камерами все-таки с сенсорами APS-C формата. В моем случае я тестировал на камере Fujifilm X-M1. Да, она, конечно, старенькая, но, в принципе, качество картинки с нее меня более чем устраивает для такого теста. 65 мм в эквиваленте получается как 97,5 мм было бы на полном кадре по углу обзора, понятное дело. И это достаточно стандартное такое фокусное расстояние, типа 100 мм макрообъективов, по-моему, есть в каждой системе. И выполнен этот объектив от Laowa, как обычно, у них очень хорошо. Я постоянно хвалю вообще объективы Laowa, но не просто так, потому что они действительно очень классно сделаны. Корпус у него, конечно же, полностью металлический. У него ручное управление, все очень удобно, все плавно, хорошо подогнано друг к другу, никаких там люфтов, допусков или косяков там просто нет. Да, он, конечно, мануальный полностью, фокуса здесь никакого нет, только ручками ты будешь очень аккуратненько крутить, и также у него нет пылевлагозащиты. Но что гораздо важнее, у него есть уже степень увеличения 2 к 1, что вообще-то очень круто, и это уже профессиональный уровень макросъемки, который при этом продается за такой очень даже щадящий прайс, если так подумать. Объектив мне предоставил подписчик для обзора, за что ему большущее спасибо. А вам я также напоминаю, что если у вас есть желание поддержать мой канал и как-то улучшить его развитие, то вы можете задонатить мне на Donation Alerts или, допустим, подписаться на Boosty, все ссылки в описании, как и ссылка на мой телеграм-канал. Туда также можете подписаться, это абсолютно бесплатно, и там тоже бывает интересно. Я картиночки туда из всех обзоров документами стараюсь обязательно выкладывать. Ну а теперь давайте-ка по порядку. Сначала я вам объектив покажу, расскажу, как он устроен, и дальше уже мы разберем картинки, которые я сделал на него. Объектив, как обычно это бывает у макрообъективов, собственно, такой достаточно длинненький корпус, утонченный имеет. Он сделан полностью весь из металла, байонетное крепление металлическое, корпус весь из металла. То есть тут везде, абсолютно везде металл. При этом он не то чтобы прям сильно тяжелый, на самом деле он довольно легкий. Я не знаю, как они там этого добились. Стекла тут тоже, если что, запихнули довольно много из специальных элементов и прочего. Но, тем не менее, он не могу сказать, что он тяжелый. На любой тушке Fuji он вполне себе нормально используется. Я в основном снимал на X-M1, у которого там хвата-то нет, и вполне себе комфортно себя чувствовал. Здесь есть 2 колеса для регулировки настроек. Первое — это, собственно, диафрагма. Она с легкими тихими щелчками приятными от f2.8 до f22. Тут на самом деле, наверное, уже после f11 уже начинаются нерабочие такие состояния этой диафрагмы. Не в смысле, что она чем-то плоха, а в смысле, что там начинается уже дифракция все-таки на матрицах APS-C, особенно если они такие мегапиксельные, как сейчас. Я-то на 16 мегапикселов еще снимал, тут худо-бедно все нормально, а если на 40 мегапикселов фудж какой-то нацепить, то тут уже, наверное, на F11 уже будет даже довольно печально все смотреться, скорее всего. И второе кольцо для регулировки — это у нас
вот это вот широкое для фокусировки, собственно, ручной. Объектив автофокуса не имеет, соответственно, здесь только ручная фокусировка, огромный ход, как это и положено для... Ну, понятно, что он в самом начале такой довольно быстрый, там от бесконечности до 3 метров, потом до 1 метра, то есть быстро пролетает. А дальше, чем ближе объект съемки к тебе становится, то тем медленнее и плавнее, ты дольше можешь вот это все крутить. Это вот здесь показывается степень увеличения. То есть здесь вот 1 к 1, допустим, с 19 сантиметров можно сфокусироваться. И тут есть даже 2 к 1, но 2 к 1 это уже прям совсем запредельно. Это ты практически передним элементом будешь касаться того, что снимаешь, поэтому тут какая-нибудь или кольцевая вспышка, или специально как-то подсвечивать надо будет, потому что иначе у тебя просто будет тень уже от самого объектива. Я, естественно, 2 к 1 снимков не делал, ну и тем более камера у меня была без стабилизатора, там, скорее всего, просто какие-то микросмазы были бы дурацкие, ну, на каких бы выдержках я не снимал. Ну, потому что ISO задирать ты все равно там не сможешь бесконечно, чтобы все-таки какое-то качество сохранить. Диаметр светофильтра 52 мм, ну, здесь довольно такой внушительный передний элемент, довольно большой. Ну и, кстати, да, я не отметил, что фокусировка вот эта вся, она происходит внутри. Это внутренняя фокусировка, здесь хоботок никакой не выдвигается, сам форму и размеры объектив не меняет, то есть вот это все у нас под передним элементом, но объектив не имеет влагозащиты, то есть здесь никаких резиновых окантовочек нет, ну, влагозащиты, к сожалению, да, тут не имеется. Ну, в комплекте также, ну, как вообще у всех, по-моему, объективов Laowa, вот такая прекрасная бленда, она тоже сделана из металла, чтобы вы понимали, да. Я не помню, как она надевается. О, сразу с первого раза надел, замечательно. Вот, и становится еще длиннее объектив. Но бленда прям реально полезна. То есть, если там какие-то блики все-таки или засветки, у тебя может заруиниться картинка, лучше все-таки его использовать с блендой. Хотя она будет, наверное, все-таки немножечко дополнительно мешать тебе 2 к 1 снимки сделать, если уж тебе там это сильно захочется. Не знаю, в общем, я не попробовал это так сделать, потому что у меня нет специального оборудования для этого. На всякий случай еще раз вам напомню, что снимал я на маленькую старенькую тушку Fujifilm с матрицей X-Trans первого поколения на 16 мегапикселов. Это камера Fujifilm X-M1. Может быть, разрешение и не запредельное, это не актуальные, да, для топовых камер Fujifilm 40 мегапикселов, чтобы посмотреть там на то, как объектив их разрешит. Конечно же, он и 40 мегапикселов прекрасно разрешит. Здесь и 16 достаточно, тем более, что матрица все равно без сглаживающего фильтра. Так что картинки, конечно же, всегда будут резкие, но, опять же, имейте в виду, что в достаточно сложных условиях съемки в оранжереях разных, где, ну, не то чтобы очень прям светло, особенно, да, там вот в тропической какой-то зоне, где куча листьев, там пальмы и прочее, там все-таки немножко мрачновато, даже в яркий солнечный день бывает. Поэтому ISO я зачастую поднимал вплоть до 1600 единиц для того, чтобы оставаться в рамках 1/100 выдержки, ну, иначе просто на таком фокусном расстоянии, настолько в упор, когда что-то снимаешь, у меня получались бы смазы. Ну и, конечно же, здесь не будет фотографий, которые можно было бы прям продемонстрировать, насколько он крут с точки зрения приближения, потому что 2 к 1 снять с рук на этот объектив в сложных условиях освещения просто фактически нереально, потому что у тебя будут в любом случае какие-то микросмазы, и будет просто уродское говно, поэтому я даже не пытался этой херней заниматься, я максимум делал 1 к 1 снимки, потому что для 2 к 1 тут мне понадобилось бы уже специальное оборудование, нужен был бы штатив, специальные салазки, хороший какой-нибудь свет. В общем, всего этого у меня в наличии не было, но все равно я постарался и сделал для вас хорошие, красивые, приятные фотографии. Ну, ожидаемо картинка охеренно резкая, ну, микроконтраст вообще просто на высочайшем уровне, мелких деталей выше крыши, очень кайфово снимаются всякие тычиночки, пестики, даже жопку пчелы я смог снять, испачкавшуюся в пыльце.
При этом боке даже на относительно прикрытой диафрагме все равно не становится уродливым, оно не превращается в такие некрасивые гайки, хотя блики и становятся уже не идеально круглые, но все-таки диафрагма здесь скругленная, собственно, поэтому выглядит все равно достаточно все это симпатично. Ну и уж тем более, если ты на максимально открытой диафрагме что-то снимаешь, то у тебя супер круглые будут блики, все, что в боке у тебя всегда мягонькое, нежно растушеванное, то есть вот именно с художественным вот этим размытием здесь тоже все в полнейшем порядке. Хроматических аберраций на снимках я не смог обнаружить, как бы я ни старался, в каком бы я свете ни снимал. Ну, таких вот прям выраженных, чтобы прям можно было их увидеть и сказать: вау, смотри, вот здесь какая-то каемка. Такого, ну, реально ни хрена там нет, при том, что у меня там всякие коррекции в камере выключены, и объектив вообще как бы мануально никак с тушкой не сопрягается, естественно, да, и нет никакого у меня там профиля где-нибудь, чтобы это все автоматом исправить каким-то программным путем. То есть это именно оптически хорошо исправленный объектив, у которого все просто прекрасно с хроматическими аберрациями, то есть их там, ну, нет. Ну, не то, что прям вообще нет, они наверняка где-то там, если прям совсем задрочиться, есть. Но я, по крайней мере, на своих снимках их не обнаружил. Ну, и я думаю, вы тоже их не видите тут. Ну и, конечно, не обязательно делать прям все время снимки какие-то, утыкаясь в упор объективом в любые объекты, которые вы видите, там, не знаю, во все подряд тыкаясь, фотографируя каждый лепесточек там в упор просто, да, там, чтобы видеть какие-то минимальные на нем прожилки. Можно делать и какие-то общего характера более снимки на этот объектив, ну просто нужно понизить степень увеличения и немножко подальше отойти, и тогда тоже можно делать замечательные какие-то такие снимочки, немножко изолируя объекты с помощью бокешки. Ну и очевидно, как я всегда говорю в обзорах на подобные объективы, у которых хороший микроконтраст, у которых высокая резкость, на них очень классно делать какие-то мужские портреты, классический какой-нибудь мужской портрет, ну, знаете, там, чтобы фактура кожи, борода, там, волосы хорошо, брови там прорисовывались. Если это человек особенно пожилой, то там морщины какие-то. Ну, я, к сожалению или к счастью, не поснимал на этот объектив каких-то бородатых мужиков, но зато я поснимал котиков, и вы можете посмотреть на то, как у них хорошо была прорисована шерстка, и, в общем, выглядят они тоже вполне себе симпатично. Ну, в большинстве случаев понятно, что никто экспериментировать особо не будет, и люди будут снимать вот эти банальные сюжеты для макросъемки, собственно, всякие цветочки, лепесточки, пестики, вот эту вот всю флору, и особо даже на фауну, наверное, отвлекаться вряд ли будут. Ну, хотя насекомые, подождите, они же, наверное, к фауне тоже относятся. Ну, в общем, жучков, паучков на него тоже замечательно можно снимать. И я в очередной раз убедился, что Laowa делает просто отменного качества оптику. Ну, кто-то сейчас побежит смотреть, сколько он стоит, начнет мне возражать, что вообще-то я сейчас нахваливаю не такой уж и дешевый объектив. Но вообще, если вы так еще посмотрите, опять же, да, на рыночек и обратите внимание, что другие какие-то объективы от других каких-то производителей, которые 2 к 1 способны сфокусироваться и показать тебе картинку с увеличением 2 к 1, они стоят гораздо дороже. И этот объектив, он как раз-таки является, наверное, самым доступным, таким профессиональным, прям реально профессиональным решением для подобной съемки. Это именно самый дешевый вход в элитный мир
макрофотографии. И если ты человек, которому всякие там жучки, паучки, не знаю, капельки росы милее, чем вот эти все уже опостылевшие портреты до съемки голых баб, то вот этот объектив, наверное, лучшим выбором является по соотношению возможностей и его стоимости. Но он мануальный, у него нет автофокуса. Но, опять же, на таких уровнях приближения вряд ли кто-то вообще в здравом уме будет полагаться на автоматическую фокусировку. Все равно люди будут крутить все это ручками. И, естественно, я там пользовался увеличением фрагмента. На экране, да, показывал тот фрагмент, на который я сейчас навожусь, увеличил его там раз в 7, иногда пикинг даже включал, чтобы уж максимально точно попасть и так далее. Ну, претензий именно по вот этому у меня точно к нему не может быть, потому что в данный момент на беззеркалках уж вручную фокусироваться на макрообъективы сплошное удовольствие. И я не специалист по макрофотографии, как я думаю, вы понимаете по моим фоточкам. Вот. Но, тем не менее, даже я могу понять то, какой огромный у него есть потенциал и как оно может раскрыться в руках у человека, который реально лучше разбирается, чем я в макрофотографии, у которого есть желание в ней развиваться. Ну, я надеюсь, что мой вот этот краткий обзор этого объектива окажется для вас полезен. Просто имейте в виду, что если вы действительно хотите чего-то не любительского, а уже профессионального уровня в макросъемке, то он действительно хорош, и при этом цена у него не сильно кусается. Но я желаю вам хороших снимков разных тычинок и бабочек. Всем до новых встреч. Пока.